Для этого рецепта я беру 200 граммов пшеничной муки. Это не обязательно, но все-таки я рекомендую просеять ее через сито. К муке добавляю 1 чайную ложку соли, без горки, это 3 грамма. Лепешки будут очень ароматными и насыщенными по вкусу, так как я добавляю к муке 3 зубчика чеснока. Чеснок хорошо измельчим, удобнее это сделать, пропустив его через пресс. Также я сюда добавлю 1 столовую ложку сухого зеленого лука. Конечно, вместо сухого лука можно порезать и добавить несколько перьев свежего. А также добавим сюда маленький кусочек сливочного масла. Всего лишь 10 граммов, при этом масло нужно растопить. И последний ингредиент – это вода, 380 мл. Воду добавляю постепенно. Добавляю и перемешиваю. Таким образом тесто получится без комочков. А также, добавляя воду постепенно, мы можем контролировать правильность консистенции. Например, сегодня я вижу, что мне понадобится меньше воды. Видимо, мука высокой влажности. Тесто должно быть вот таким текучим, но не абсолютно жидким. Сковороду разогреваю на среднем огне. Для первой лепешки добавляю буквально капельку масла и протираю ею сковороду. Набираю 1 такой средний черпачок теста. Тесто выливаю в центр сковороды и распределяю его в виде лепешки такими круговыми движениями. Готовится такой хлебушек очень-очень быстро. Светлеет лепешка прямо на глазах. Начала зарумяниваться снизу, переворачиваем. И опять в процессе готовки поворачиваем на другую сторону. Лепешка сразу же реагирует, вы видите, как она раздувается, мы помогаем ей. И благодаря этому раздуванию она у нас будет не монолитной, плотной, а такой вот слоистой. Внутри у нас образуется как бы кармашек, в который мы в дальнейшем по желанию можем положить начинку. Для последующих лепешек сковороду маслом я уже не смазываю. При этом аромат у этих чесночно-луковых лепешек очень-очень аппетитный. И если вы готовите эти лепешки в присутствии своих домашних, то есть большая вероятность, что они разлетятся со сковороды, не доходя до стола. Эти лепешки очень напоминают индийский хлеб, чапати или роти, но, безусловно, готовить из этого теста гораздо проще и быстрее. Такие лепешки представляют собой ароматный бездрожжевой хлеб. Но если мы разрежем сбоку такую слоистую лепешку и положим сюда начинку, любую по вашему желанию, то получится отличный перекус или даже ужин. Я положила сюда сыр, можно еще раз прогреть лепешку на сковороде, сыр расплавится, но сюда можно также положить мясную начинку или овощи, или все вместе, как вам нравится. В общем, если рецепт вам нравится и подходит, фантазируйте, добавляйте любые начинки. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк этим слоистым лепешкам под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, мирного неба и, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.